Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики, гости моего канала. Сегодня вы вместе со мной попадете в настоящую сказку, потому что наша экскурсия состоится в оперу Гарнье, которая поистине считается жемчужиной архитектурного искусства. Сегодня из моего видеорассказа вы узнаете множество интересных фактов об опере Гарнье, как она строилась, расскажу историю о призраке оперы, а также, что интересного на крыше этого здания. Оставайтесь вместе со мной, и вы не пожалеете. Строительство оперы началось по распоряжению Наполеона III, который навсегда отказался посещать знаменитую оперу «Ле Палетье» после покушения на его жизнь. В конкурсе архитекторов победил никому неизвестный 35-летний Шарль Гарнье, который и не догадывался, сколько трудностей ему придется пережить, чтобы воплотить свой проект. Место для здания было выбрано довольно неудачно, потому что здесь почва напоминала вязкое болото, а затем оказалось, что под землей находится озеро. После осушивания почвы вдруг грянула франко-прусская война. Закончить строительство, как ни странно, помог несчастный случай. От пожара в 1843 году практически полностью сгорела действующая парижская опера «Ле Палетье». Поэтому был дан приказ срочнейшим образом закончить строительство оперы Гарнье. В общей сложности опера строилась 15 лет, с 1860 по 1875 год, и в настоящее время опера является выдающимся памятником архитектуры. Нужно сказать, что опера Гарнье довольно внушительных размеров. Длина здания 173 метра, ширина 125 метров и высота 73 метра. Гарнье создавал великолепную оперу как мир блеска и праздника, а посетители попадают сюда, как в необыкновенное царство фей. Все кажется здесь изысканным и необыкновенно легким. Когда я попала в оперу Гарнье, я была просто ослеплена этой необыкновенной красотой и не могла поверить, что я нахожусь в таком необыкновенном месте. Это поистине титанический труд гения. И, несомненно, восторг вызывает созданное Шарлем Гарнье великолепное фойе. Игра зеркал, окон и люстр создает фантастическое ощущение сказочной страны. От такой красоты просто дух захватывает. Нужно добавить, что потолки и стены расписал в этом фойе Поль Бодри. И, конечно же, мой рассказ не будет полным, если не посмотреть, что же находится в зале оперы. К сожалению, во время моего посещения в зале была репетиция и никого не пускали. Но из интернет-источников мы видим, что зрительный зал довольно большой. Он весь в позолоте и пурпуре, освещен люстрой из бронзы и хрусталя весом 8 тонн. Потолок в зале расписывал известный художник Марк Шагал в своем необычном стиле. Роспись Шагала иллюстрирует 14 оперных и балетных постановок известных композиторов. Сцена тоже довольно немаленьких размеров, 48,5 метров в ширину и 27 метров в глубину. На сцене Гран-Опера блистали такие известные артисты, как Полина Виардо Гарсия, Джулия Гризи, Шаляпин, Каруза, Дельмас и другие. А еще у оперы Гарнье есть свои легенды
и загадки писатель Гастон Леру создал одноименный роман «Призрак оперы», в котором описал историю таинственного призрака. Это история трагической любви уродливого музыканта Эрика к оперной диве Кристине Дайе. Сердце девушки было занято, и поэтому влюбленный юноша погибает в подземельях театра, отказываясь от пищи и воды. Многие люди утверждают, что роман создан на реальных событиях, и до сих пор призрак оперы бродит по зданию, пугая девушек, и присутствует на некоторых представлениях. Зная об этом, никто не занимает ложу номер 5 первого яруса. Именно в этой ложе чувствовали присутствие призрака. И в конце моего видеорассказа небольшой сюрприз для вас. Если вы в сувенирной лавке оперы увидите в продаже баночки с медом, не удивляйтесь. Дело в том, что с недавнего времени на крыше оперы были установлены несколько пчелиных ульев, с которых регулярно собирают мед, а потом продают. Кстати, улья размещены не только на крыше оперы Гарнье, но и на других известных зданиях Парижа. На этой сладкой ноте буду заканчивать свой видеорассказ. Жду от вас лайков и комментариев. Как всегда, с вами была Светлана. До новых встреч в новых путешествиях.